Витаю, друзья! Здравствуйте, все добрые и адекватные люди. После 40 у многих начинают происходить вещи, которые почти никто не замечает вовремя. Мышцы становятся слабее, выносливость падает и потихонечку уходит мышечная масса. Это называется саркопения. И речь идет не об отражении в зеркале, я говорю про самую обычную жизнь, про то, сможете ли вы встать со стула без опоры на руки, можете ли вы подняться по лестнице без одышки и ощущения, что ноги стали чугунными, сможете ли вы удержать равновесие, когда поскользнулись, и при этом не упасть. Потому что после 40-50 именно падения и переломы часто становятся точкой, после которой здоровье начинает сыпаться лавиной. И поэтому сегодня речь пойдет о сохранении мышц. В серьезном научном журнале вышло исследование, где у старых мышей один препарат дал плюс 28% массы конкретной мышцы, почти плюс 16% силы хвата и плюс 50% дистанции до утомления на беговой дорожке. И самое необычное, что этот препарат уже много лет применяют у людей в терапии инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека первого типа. Называется этот препарат Маравирок. Ссылка на исследование будет в описании под этим видео. И сразу скажу, что это видео не про чудо-таблетки, которые надо сразу брать и наращивать мышцы. Это разбор того, как наука ищет рычаги управления старением. Ученые сначала посмотрели, что реально ломается в стареющей мышце на уровне клеток и сигналов. Потом нашли один конкретный канал шума, а затем проверили идею на модели. И дальше мы разберем, что именно они нашли, почему там всплыл рецептор, который называется CCR5, и почему Маравирок вообще был выбран, за счет чего могли появиться такие цифры у старых мышей. И почему все это нельзя напрямую переносить на людей, пока нет нормальных клинических исследований. Тем не менее, не спешите разочаровываться. Данное исследование раскрывает нам много возможностей применить полученные открытия можно уже сегодня. Еще две вещи я добавлю обязательно, потому что вы все равно об этом, наверное, спросите. Во-первых, мы сделаем честное, пусть и виртуальное сравнение Маравирок против анаболических андрогенных стероидов, потому что результаты похожие, а механизмы и риски разные. Во-вторых, мы разберем роль кардионагрузок в силе мышц, почему сосуды и эндотелий, то есть внутренняя выстилка, это фактически питание мышцы. И как кардионагрузки может усиливать отдачу от силовых, если применять их правильно. И в конце будет, конечно же, практический блок. Что реально можно сделать уже сейчас, чтобы замедлить саркопению, то есть тренировки, белок, восстановление, ежедневная активность. И что из добавок действительно имеет доказательную базу. Ну а теперь давайте начнем с того, как понять, что саркопения уже началась. Я дам простые маркеры, по которым вы можете заметить проблему еще до того, как она станет очевидной. Прямо во время просмотра можете мысленно пройтись по пунктам и сразу скажу, это не диагноз, это способ поймать тенденцию. Саркопения коварна тем, что начинается тихо. Вы не чувствуете, что ваши мышцы уменьшились. Вы просто начинаете жить чуть более экономно. Чуть меньше поднимаетесь по лестнице и чуть чаще выбираете лифт. Чуть реже встаете без опоры. Вам кажется, что вы просто бережете силы. А на самом деле вы просто перестаете использовать мышцы так, чтобы они сохранились. И первый маркер – это вставание со стула без рук. Если вы встаете со стула и вам хочется помочь себе руками, особенно с низкого стула или с дивана, это уже сигнал. Еще лучше тест на 5 подъемов. Вы садитесь на обычный стул, руки не помогают, и вы делаете 5 подъемов подряд. Смотрите на качество, насколько тяжело, насколько вы задыхаетесь и насколько горит передняя поверхность бедра. Если уже на 3-4 подъеме вы понимаете, что это неприятно, и вы начинаете искать, за что бы ухватиться, то это уже важный маркер снижения функциональной силы ног. А именно ноги и таз чаще всего решают, упадете вы или удержитесь. Второй маркер – это лестница. Если раньше вы могли подняться на 1-2 этажа спокойно, а теперь ловите себя на том, что вам нужно остановиться, или кажется, что ступеньки намазаны клеем, или вы начинаете экономить силы и идете медленнее, это снижение силовой выносливости. И вот здесь возникает момент, который
которые многие не понимают. В жизни вы не делаете один какой-то идеальный подъем. Вы делаете много повторений в течение дня, недели, месяцев. И именно в повторениях качество мышцы проявляется лучше всего. Третий маркер – равновесие и реакция. Сила – это не только поднять тяжесть. Сила – это еще и поймать. Упасть – это часто не слабость как таковая, а отсутствие быстрых силовых реакций. Вы поскользнулись, и вам нужно мгновенно включить мышцы бедра, ягодицы, корпуса и стопы. Если эта система барахлит, то падение становится намного более вероятным. Поэтому простой бытовой вопрос. Стали ли вы чаще цепляться, спотыкаться, чувствовать неуверенность на льду, на мокром полу или на ступеньках? Это тоже ранний маркер. Четвертый маркер – хват. Я специально его выделяю, потому что он хорошо отражает общий уровень силы и качества нервно-мышечной связи. То есть, насколько нервная система умеет включать мышцу. В идеале, конечно же, измерение динамометром. Но даже без него вы можете заметить бытовые вещи. Банки, крышки, пакеты, сумки. Если вдруг стало сложнее открутить крышку, стало неприятно держать тяжелый пакет, стало труднее висеть на турнике, это уже неприятный сигнал. И здесь важно не обманывать себя. Люди часто считают, что они просто устали. Но если это повторяется месяцами, то это уже не усталость, это тенденция. И пятый маркер – вставание с пола. Это один из самых честных тестов, потому что он включает почти все. Ноги, таз, корпус, координацию, баланс и подвижность в суставах. Попробуйте сесть на пол и встать. И обратите внимание, вы автоматически помогаете себе руками или нет. Если без рук становится сложно, если вы ищете опору, если вы встаете в несколько этапов, это значит, что запаса силы или контроля уже меньше, чем хотелось бы. И вот сейчас важная мысль. Эти тесты кажутся простыми и даже где-то примитивными, но они попадают прямо в суть саркопении. Саркопения – это не минус 2 килограмма мышечной массы. Это потеря функционального резерва, того самого запаса, который делает вашу жизнь безопасной. Чтобы вы могли подняться, удержаться, перенести, отреагировать, восстановиться. Теперь вопрос, который часто задают. А если я тренируюсь, но все равно чувствую, что становится хуже? Да, такое бывает. Если вы узнали себя хотя бы в нескольких пунктах, дальше как раз будет про то, почему одних силовых тренировок иногда недостаточно. Потому что мышца – это целая экосистема. Поэтому, если ломается среда, экосистема, в которой живет мышца, одной качалкой вы не всегда получите ту отдачу, которую ожидаете. Давайте объясню, что имею в виду. Начнем с того, что мы привыкли считать мышцей. Это мышечные волокна. Они сокращаются, они создают тягу, тянут кость, но сами по себе волокна не решают, когда им работать. Команду дает нервная система. Нерв подводит сигнал к мышце, и каждое сокращение – это результат связи нерв-мышца. И с возрастом один из самых неприятных моментов – это не только потеря массы, а постепенная потеря качества этой связи. Есть такое понятие – моторная единица. Это нервное волокно и иннервируемые им мышечные волокна. Можно представить это как провод, на конце которого разветвление, и каждая веточка включает лампочку. Представим вместо лампочек мышечные волокна, а вместо провода нерв. Провод с разветвлениями плюс все лампочки, которые он включает, это и есть моторная единица. С возрастом часть моторных единиц теряется, часть работает хуже, и мышца становится менее включаемой. Вы вроде бы стараетесь, но ощущение такое, что мощности меньше. Это одна из причин, почему сила может падать быстрее, чем объем. Вторая часть экосистемы – сосуды. И вот здесь многие недооценивают масштаб. Сосуды – это не просто трубки. Внутри сосудов есть эндотелий. Это тончайший слой клеток, который управляет тем, расширится сосуд или нет, куда пойдет кровь, сколько кислорода и питания реально дойдет до мышечных волокон. Представьте, что у вас идеальная фабрика, но к ней плохо ездят грузовики. Сырье приезжает с задержкой, вывоз отходов тоже задерживается. Фабрика не ломается мгновенно, но работает все хуже.
С возрастом у мышц часто происходит именно так. Доставка кислорода и питательных веществ становится менее эффективной, а значит снижается выносливость, восстановление и даже реакция на тренировку и белок может быть слабее. Третья часть – клетки-ремонтники. Это мышечные стволовые клетки. Они запускают ремонт после нагрузки и микроповреждений. В молодом возрасте вы даете стимул, и организм легко перестраивается. В зрелом возрасте стимул вроде бы есть, а ответ слабее. Почему? Потому что ремонтники становятся менее активными и, что еще важнее, они начинают жить в более враждебной среде. Вокруг больше сигналов, которые говорят: не ремонтируй, не строй, закройся. Четвертая часть – каркас мышцы. В мышце есть соединительная ткань. Это нормально. Она держит структуру, распределяет нагрузку, помогает передавать силу. Но с возрастом каркас может уходить в сторону рубцевания. И тогда мышца становится более жесткой, менее эластичной, хуже восстанавливается. И на этом фоне нередко растет жировая инфильтрация. И мышца как бы становится мраморной. Внешний объем может быть, а вот качество уже заметно меньше. Пятая часть – иммунные клетки. И тут важный нюанс, чтобы не было упрощений. Воспаление само по себе не зло. После тренировки локальная воспалительная реакция – это часть нормального ремонта. Проблема начинается тогда, когда ткань живет в режиме хронической тревоги. Когда иммунные клетки сидят там постоянно и поддерживают фон, который мешает регенерации. С возрастом это, конечно же, случается чаще. Система сдвигается в сторону низкоуровневого хронического воспаления, и в результате мышца хуже восстанавливается и легче уходит в сторону фиброза, то есть рубцевания и потери функции. А теперь смотрите, что получается. Если собрать это вместе, вы можете делать силовые упражнения, вы можете есть белок. Но если нервные импульсы замедляются, доставка по сосудам хуже, если ремонтники ленивее, если каркас уходит в рубец, если иммунные сигналы не затухают, то мышца будет отвечать слабее. И вы можете чувствовать это так: я вроде бы стараюсь, а отдача от тренировок меньше. И поэтому саркопения – это не просто недостаток силовых нагрузок, это возрастная поломка экосистемы. И вот здесь появляется логичная научная мысль. Если проблема в среде, то один путь – пытаться заставить мышечные волокна расти напрямую, а второй путь – попытаться убрать те сигналы, которые делают среду токсичной для ремонта. То есть не разогнать мышцу, а снять тормоз. И дальше мы подходим к ключевой теме. Почему среда для мышечных волокон при старении становится токсичной? Что вызывает изменения в сосудах, в иммунных клетках, в стволовых клетках и в клетках соединительной ткани? Какие сигналы дают команду стареть всей системе? И здесь надо сказать об одном из главных факторов – накоплении стареющих клеток. В нашем организме постоянно идет повреждение клеток. Часть повреждений становится такой, что клетка перестает функционировать так, как ей положено. Например, повреждается генетический аппарат, или мембраны клетки, или ее энергостанции. В таком случае организм тормозит деятельность этих клеток. Ведь повреждения могут давать начало, например, онкологическим процессам. Поэтому в молодости это торможение играет позитивную роль. Пока стареющих клеток у нас относительно мало. Но с возрастом количество постаревших клеток в тканях накапливается. И самое неприятное, что эти клетки не сидят тихо. Они вырабатывают особые вещества, которые воздействуют на окружающие здоровые клетки. И эти вещества в совокупности называют секреторный фенотип, ассоциированный со старением. Представьте себе ситуацию. Подъезд. В одной квартире люди уехали и зачем-то включили на полную громкость сигнал тревоги. И соседи начинают жить в напряжении. Соседям это начинает мешать. Кто-то плохо спит, кто-то не может сосредоточиться и учиться, кто-то не может отдохнуть. Одним словом, жизнь портится во всем подъезде. В ткани происходит то же самое, только здесь шум – это сигналы, поддерживающие воспаление, замедляющие ремонт и как бы заражающие старением соседние клетки. Почему же такие клетки накапливаются с возрастом? Потому что одновременно происходят две вещи.
Во-первых, клеток, которые получают повреждения, становится больше. Во-вторых, система уборки работает хуже. В молодом организме иммунная система и механизмы очистки тканевой среды чаще справляются. С возрастом уборка становится менее эффективной, и вы получаете накопление таких шумных клеток в разных органах. А теперь переведем это на мышцу. Мышце нужно постоянно ремонтироваться. Любая нагрузка – это микроповреждение, и это сигнал к обновлению. И здесь критически важны клетки-ремонтники, мышечные стволовые клетки. Если вокруг них много хронического шума, если ткань постоянно получает сигналы воспаления и стресса, ремонт идет хуже. Стволовые клетки хуже включаются, среда становится более жесткой, каркас уходит в сторону рубцевания, и постепенно мышца теряет качество. Сила падает, выносливость падает, восстановление ухудшается. И еще один момент, который нам очень нужен дальше. Постаревшие клетки влияют не только на волокна и ремонт, они влияют на сосуды, потому что сосудистая сеть тоже часть экосистемы мышцы. Когда в ткани много хронических неправильных сигналов, эндотелий может работать хуже, капилляры могут быть менее живыми, и доставка кислорода и питания ухудшается. И вы начинаете чувствовать это так, что быстрее возникает усталость при нагрузке, движения становятся замедленными, и восстановление после тренировки длится гораздо дольше. И вот теперь напрашивается вопрос. Как сделать так, чтобы выключить влияние стареющих клеток на мышцы? Есть два пути. Можно попытаться просто убрать эти клетки. Это один подход. А можно пойти по пути сделать так, чтобы они не шумели и не портили жизнь окружающим. То есть не уничтожать, а приглушить вредные сигналы. Но чтобы сделать это умно, нужно понять, самое главное, какие именно сигналы доминируют в стареющей мышце, кто их посылает и через какие антенны их слышат другие клетки. И вот что сделали ученые. Они начали не с мышей, а с людей. Исследователи взяли образцы мышечной ткани у 10 мужчин, 5 молодых от 19 до 27 лет, и эти люди проходили реконструкцию передней крестообразной связки, и 5 пожилых от 60 до 77 лет. Эти люди проходили операцию по замене коленного сустава. И стоит отметить, они брали структурно сохраненную гистологически здоровую мышцу из сопоставимых анатомических зон. То есть сравнивали условно одну и ту же в кавычках ткань в разном возрасте. И отдельно исключили состояния, которые сами по себе повреждают мышцу и дают воспалительный фон. Теперь, это очень важно, они не смотрели мышцу как один кусок. Потому что мышца, как мы помним, это не только волокна, которые сокращаются. Это еще и сосуды, клетки каркаса, клетки-ремонтники и иммунные клетки. И если вы смешиваете вместе все, то вы теряете смысл. Вы не понимаете, что именно ломается и что именно создает шум. Поэтому они взяли клетки мышечной среды и сделали анализ на уровне отдельных клеток. То есть буквально кто здесь живет и что каждый из них делает. А еще посмотрели, какие регуляторные участки ДНК у клеток открыты. То есть какие гены работают, а какие нет. Это дало понимание, почему клетка вообще ведет себя именно так. В итоге они получили карту, кто именно в мышце присутствует, чем эти клетки заняты и по каким правилам они живут. Чтобы вы понимали масштаб, после фильтра качества у них получилось около 53 тысяч ядер отдельных клеток. Примерно 30 тысяч из молодых мышц и около 22 тысяч из пожилых. Для человеческой ткани это очень серьезный объем. И на этой карте видно, как меняется экосистема мышцы с возрастом. В пожилой мышце становится меньше мышечных стволовых клеток, то есть ремонтников. Становится меньше сосудистых клеток, которые обеспечивают питание и адаптацию. А вот клеток, связанных с каркасом и ремоделированием ткани, становится больше. И чаще встречаются иммунные клетки. То есть среда действительно смещается в сторону хронического воспалительного фона и рубцевания. И теперь следующий шаг, который мне лично нравится больше всего. Если состав клеток меняется, значит меняется и их коммуникация. Кто кому пишет,
кто какие сигналы рассылает и через какие антенны эти сигналы принимаются. И вот тут обнаружили канал связи, который в стареющей мышце звучит особенно громко. Сейчас объясню очень просто. В организме есть пары сигнал-приемник. Одна клетка выделяет молекулу сигнал, а другая клетка имеет на поверхности рецептор, который этот сигнал ловит. Это как отправитель и получатель. Рецептор можно сравнить с антенной. Исследователи посмотрели, какие разговоры в старой мышце становятся громче, и оказалось, что в целом переписка усиливается. Причем усиливаются не столько добрые сигналы восстановления, сколько сигналы воспалительного типа и сигналы, которые меняют каркас ткани. И показательно, что сосудистые клетки, эндотелий и клетки сосудистой стенки в старой мышце получают заметно больше таких сообщений от других клеток. То есть сама сосудистая система оказывается в более агрессивной воспалительной среде. А это бьет и по доставке кислорода, и питательных веществ, и по восстановлению. А дальше еще интереснее. Мышечные стволовые клетки в старой мышце ведут себя не так, как пассивные жертвы. Они тоже начинают активнее влиять на среду. Они начинают больше писать другим клеткам, в том числе клеткам иммунной системы. То есть стволовая клетка в стареющей мышце — это не только клетка, которая хуже чинит, это клетка, которая сама меняет свою нишу через сигналы. И вот теперь важный момент. Среди множества сигналов в старых образцах особенно резко поднялась группа молекул, которые обычно отвечают за привлечение и управление иммунными клетками. Это хемокины, по сути биологические сообщения. Срочно сюда, включи сирену, приведи подкрепление. И среди этих сигналов особенно выделились 3 хемокина: CCL3, CCL4 и CCL5. А вместе с ними вырос и их ключевой приемник, рецептор CCR5. Я сейчас не прошу запомнить буквы и цифры, запомните идею. Есть сигналы, которые усиливают воспалительное общение в ткани. И есть антенна на клетке, которая эти сигналы ловит. В стареющей мышце эта антенна становится частью очень громкого канала. И тогда возник логичный вопрос. Если мы видим конкретный воспалительный канал связи, можем ли мы его приглушить? Не накачать мышцу, не увеличить уровень гормонов, а убрать часть воспалительного шума, который мешает мышце нормально чиниться. И вот тут оказалось, что антенна плохих сигналов, этот самый CCR5, это не новый загадочный рецептор, это хорошо известная дверь на иммунных клетках. И эту дверь давно умеют блокировать в медицине. Не ради мышц, а ради терапии инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека первого типа. Это препарат, который называется Маравирок. Он уже довольно давно применяется в медицине, так как воздействует на проникновение ВИЧ-1 в клетку. Вирус использует CCR5 как один из путей входа в определенные клетки иммунной системы. И если эту дверь заблокировать, вирусу становится значительно сложнее проникать внутрь клеток. И это важная деталь. Маравирок не убивает вирус, он меняет условия, в которых вирусу сложнее действовать. Если вам вообще интересна тема замедления старения не на уровне мотивации, а на уровне конкретных действий, у меня есть отдельный видеокурс про замедление старения. Там собрана практическая система, что делать с тренировками, питанием, сном, базовыми анализами и привычками, и как из этого собрать понятный план. Без обещания бессмертия, смысл ровно один – продлить здоровый период жизни, чтобы вы дольше оставались сильными, ясными и функциональными. Это формат для самостоятельной работы. Ссылка в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. А если вам нужен не просто курс, а персональная настройка под ваши показатели, давление, сон, нагрузки, лекарства и цели, я веду людей в формате полной оптимизации здоровья и сопровождения с контролем и корректировками. Теперь вернемся в мышцу. В этой истории Маравирок интересен, потому что он уже существует как готовый ключ к конкретному замку. Ученые увидели, что в стареющей мышце один из самых громких каналов сообщения идет через CCR5. И дальше они сделали правильный ход. Они не стали выдумывать новую молекулу. Они взяли известный блокиратор CCR5 и проверили, если приглушить этот канал, станет ли среда в мышце более молодой. Не в смысле накачать, а в смысле, будет ли лучше ремонт, меньше рубцевания, меньше воспалительного шума и лучше сосудистая часть. И вот это стоит понять. Маравирок в этой логике –
это не анаболик. Он не дает мышце прямую команду расти. Он не поднимает тестостерон. Он не разгоняет синтез белка в лоб. Он работает как попытка убрать возрастной тормоз среды. То есть смысл не включить рост, а убрать помехи для нормального ремонта. А вот теперь главный вопрос. Окей, механизм красивый, но что получилось в реальности, в живой стареющей мышце? Не по словам, не по одному маркеру, а по силе, выносливости, структуре ткани и сосудистой части. После человеческой карты они пошли в модель старения, где можно было вмешаться и посмотреть не только на маркеры, а на реальную функцию. Взяли старых мышей. Возраст приблизительно 18 лет. Это уже довольно возрастная мышь, и у нее по сути саркопения идет в комплекте. И выбрали режим высокая доза и достаточно долго. Моровирок вводили внутрибрюшинно регулярно 3 месяца подряд. Контрольная группа получала растворитель, то есть пустышку, чтобы сравнение было честным. Теперь внимание, цифры. Они взяли конкретную мышцу голени, переднюю большеберцовую мышцу и посчитали ее массу относительно массы тела. Рост составил плюс 28%. Это много. Дальше структура ткани под микроскопом. Мышечные волокна стали крупнее примерно на 15,5% и одновременно в срезах было видно, что воспалительный фон в ткани стал тише. Теперь функция. Сила хвата выросла примерно на 16%. Но мне здесь даже интереснее не сам рост хвата, а утомляемость. Когда мышь делает несколько попыток подряд, то сила обычно у нее падает. И вот на моровироке это падение было меньше почти на 20%. То есть мышца не просто стала сильнее, она стала меньше уставать при повторных усилиях. И финальный тест – беговая дорожка. Мышь бежит с постоянным увеличением скорости до утомления. У мышей на моровироке была выше максимальная скорость примерно на 26% и длиннее дистанция до утомления ровно на 50%. Это выглядит как заметное улучшение работоспособности. Но самое важное, дальше они посмотрели, что именно изменилось в экосистеме мышцы. Во-первых, выросла доля мышечных стволовых клеток, то есть ремонтников. Во-вторых, снизилась доля макрофагов, то есть части воспалительных клеток. То есть среда стала менее токсичной для ремонта. Дальше они сделали еще более сильный ход. Они снова разобрали мышцу на отдельные клетки и посмотрели признаки клеточного старения в разных популяциях. И там стало видно, что после лечения снизились признаки старения не в одной клетке, а сразу в нескольких, в мышечных стволовых клетках, в клетках каркаса, в эндотелии сосуда и в гладкомышечных клетках сосудистой стенки. То есть эффект выглядит как системное улучшение экосистемы мышцы. И еще один момент, который связывает все с сюжетом про шум. Они посмотрели межклеточные взаимодействия. Кто кому сколько пишет этих вредных сообщений. И после моровирока общая интенсивность такой сигнализации снизилась. Причем ожидаемо сильнее всего просел именно тот канал, из-за которого все и начиналось. Взаимодействие хемокинов CCL3, 4 и 5 со своей антенной CCR5. Если собрать все в одну картину, получается цепочка. В стареющей мышце есть громкий воспалительный сигнал связи, его приглушили, среда стала тише, ремонтники стали активнее. Сосудистая часть стала менее старой, и на этом фоне выросла и сила, и выносливость. И вот теперь главный нюанс, который делает историю еще интереснее. Когда тот же режим применения моровирока попробовали на молодых мышах, эффекта практически не было. Мышца у молодых на моровироке не стала ни заметно больше, ни заметно сильнее, ни заметно выносливее. И это хороший знак, потому что если бы моровирок работал как анаболик, он бы работал и у молодых. Анаболик не спрашивает, есть ли у вас возрастная поломка, он просто включает рост. А здесь нет, здесь эффект появился там, где есть возрастной механизм, который реально мешает мышце жить. Смысл простой. В молодой мышце нет выраженного хронического воспалительного шума, связанного со старением. Там меньше постаревших клеток, меньше той самой вредной рассылки. И, соответственно, канал CCR5 не играет роль главного усилителя. Если вы приглушаете канал, который и так не перегружен, вы не увидите яркого результата. Это как пытаться выключить сирену в комнате, где сирена и не включена. А в старой мышце картина другая.
там этот канал реально громкий. Там больше сигналов, больше работы через CCR5. И когда вы его приглушаете, вы меняете среду. Это и позволяет мышце лучше чиниться. И теперь вопрос, который логично возникает. Раз препарат давно применяется, и люди на нем живут годами, значит его можно использовать и для саркопении? Нет. Это разные задачи, разные популяции, разные схемы и, главное, разные критерии эффективности. Первое ограничение – мыши не люди. У мыши другой темп старения и обмен веществ, другая физиология мышцы и скорость перестройки тканей. То, что у старых мышей дает заметный эффект за 3 месяца, у человека может дать гораздо меньший эффект или вообще его не дать. Это нормально. Модель нужна, чтобы показать принцип. Дальше начинается самая трудная часть – люди. Второе. Дозы и режим. В эксперименте использовались режимы, которые в клинической практике нельзя переносить автоматически. Пересчитать это, например, в таблетку человеку. Это не научный подход, потому что у человека есть масса тела, есть сопутствующие болезни, есть печень, есть почки, другие препараты человек принимает, питается как-то, уровень физической активности у людей разный. И то, что безопасно и эффективно в одной ситуации, может быть плохой идеей в другой. Третье – безопасность и взаимодействие. Моровирок – это рецептурный препарат. Он не относится к категории «попробовать, посмотреть, что получится». У него есть предупреждения по рискам, включая возможные нарушения функции печени, в том числе на фоне реакций гиперчувствительности. И у препарата есть значимые лекарственные взаимодействия, потому что его концентрация может резко меняться при сочетании с другими средствами. А большинство людей после 40-50 уже что-то принимают. От давления, от холестерина, от тревоги, от желудка. Поэтому идея проверить на себе – это не смелость, а это лотерея. И четвертое. Главное, нам нужны клинические исследования именно по саркопении у людей. Не в лаборатории улучшились маркеры, а реальные исходы. Сила хвата, подъем со стула, скорость ходьбы, утомляемость, риск падений, качество жизни. И обязательно безопасность в этой конкретной популяции у людей 50-80 лет с их реальными лекарствами и диагнозами. Пока этого нет. Моровирок остается очень интересной научной гипотезой и красивым примером того, как находят рычаги старения. Но это не медицинская рекомендация для широкой аудитории. Ну а теперь, как и обещал, давайте сравним моровирок и анаболические стероиды. И сразу оговорка, чтобы не было самообмана, прямых исследований лоб в лоб здесь нет. Сравнение это будет виртуальное по эффективности, механизму и цене по рискам. По цифрам выглядит так. У старых мышей на моровироке прирост массы конкретной мышцы был около плюс 28%. Сила хвата около 16%, а дистанция до утомления на дорожке плюс 50%. И это звучит почти как анаболик, но здесь важная поправка. В доклинических экспериментах на животных анаболические андрогенные стероиды тоже способны давать очень большие проценты по массе отдельной мышцы, иногда сопоставимые. Так что сама величина процента не является уникальной чертой моровирока. Разница в профиле эффекта и в том, что мы вообще можем честно сказать про людей. У анаболиков эффективность по набору массы и силы у людей хорошо известна. Это прямой, мощный рычаг, который работает не только у старых, но и у молодых, потому что он давит на андрогенный рецептор и ускоряет анаболизм в лоб. А моровирок в этой истории выглядит иначе. Он не дает мышце команду расти, он блокирует CCR5 и, судя по данным, приглушает возрастной воспалительный шум в среде мышцы. Поэтому у молодых мышей на том же режиме эффекта почти не было. И это больше похоже на снятие возрастного тормоза, чем на универсальный разгон роста. А теперь безопасность. У анаболиков цена часто высокая именно системно. Гормональная ось, липиды, давление, сердце, сосуды, психика. Это мощно, но рискованно, особенно при немедицинском использовании. У моровирока профиль рисков другой, но это не делает его лайт-версией. Это рецептурный препарат для терапии ВИЧ-1 со значимыми взаимодействиями и предупреждениями, включая
как уже говорил, риск поражения печени и реакции гиперчувствительности. И самое главное, по саркопении у людей пока нет нормальных клинических исследований с реальными исходами, вроде силы, скорости ходьбы, падений, качества жизни. Поэтому вывод простой. Это не выбор, что лучше для мышц. Это две совершенно разные философии. Быстрый гормональный прирост ценой системных рисков против попытки вмешаться в возрастной механизм среды, который пока доказан в модели старения, но еще не подтвержден у людей и точно не является полем для самодеятельности. Теперь про кардионагрузки. И я обязан об этом сказать в таком ролике, потому что исследование само подталкивает к этой мысли. Мы все время говорим, мышца как будто это только волокно, но в стареющей мышце ломается среда, и заметная часть этой среды – сосуды и эндотелий. В исследовании видно, что сосудистая часть в старой мышце страдает, а после вмешательства меняется не только состав клеток, но и воспалительный фон, но и сосудистая составляющая, включая эндотелий и клетки сосудистой стенки. Это подтверждает простую вещь. Сосуды – это не фон и не обслуживание, это часть двигателя мышцы. Мышца – это не только сокращение, мышца – это доставка. Доставка кислорода, доставка глюкозы, доставка аминокислот после еды, доставка сигналов, которые включают восстановление, и вывоз того, что накапливается во время работы. Всем этим управляет кровоток, а кровотоком управляет эндотелий, внутренняя выстилка сосудов. Эндотелий решает, расширится сосуд или нет, сколько крови реально пойдет в работающую мышцу, сколько капилляров включится в дело. Когда эндотелий в форме, под нагрузкой сосуды расширяются, кровоток растет, доставка работает. А когда эндотелий стареет, сосуды становятся менее гибкими, капилляры включаются хуже, и мышца начинает жить как будто на эконом-режиме. Вы можете тренироваться правильно, но отдача будет слабее, а восстановление дольше, утомляемость выше. И вот почему кардио связано с силой напрямую. Кардионагрузка не заменяет силовую тренировку, но она улучшает то, без чего силовая работает хуже. Сосудистую часть, питание ткани и восстановление. Особенно после 40, когда проблема часто не в том, что вы не умеете тренироваться, а в том, что среда стала хуже. Теперь вопрос, который всегда всплывает. Кардионагрузка мешает набору силы. Может мешать, если вы все смешали в одну кучу, постоянно делаете тяжелые тренировки на выносливость, а потом пытаетесь выжать максимум по силе. Но это не повод убирать кардионагрузки. Это повод собрать все с головой. У меня уже есть видео на эту тему, но в этом ролике кратко напомню. Самый простой принцип – разнести по времени. Либо разные дни, либо хотя бы разное время суток. И большую часть кардионагрузок держать в умеренной зоне, где вы тренируете сосуды и восстановление, а не убиваете себя. Это уровень нагрузки, при котором вы можете с трудом разговаривать. Что стоит запомнить? Силовая тренировка – это запрос, кардионагрузка – это логистика. И когда запрос и логистика собраны правильно, мышца не только сильнее и выносливее, она еще и стареет медленнее. Теперь практический блок. Что реально делать уже сейчас, пока ученые проверяют препараты на мышах? Какая бы красивая ни была наука, мышцу вы сохраняете не статьями, а привычками. И здесь хорошая новость, база работает всегда. И часто лучше, чем большинство людей думают. Первое – это силовые тренировки. Регулярные, не раз в месяц, когда вспомнили, как нормальный режим жизни. Если вам за 40, то силовые – это уже не спорт, это страховка, причем самая важная зона – ноги и таз, потому что именно они решают, встанете ли вы со стула или нет, удержитесь на льду или нет, пройдете лестницу или нет. И еще один момент, который люди игнорируют. Сила – это не только поднять тяжелое, это еще и быстро включиться. Реакция, рывок, подхват – то, что спасает от падения. Поэтому тренировки должны развивать не только объем, но и качество включения мышц. Спокойно, безопасно, без героизма, но регулярно. Второе – белок. С возрастом мышца часто становится глуховатой к сигналу роста и восстановления. Это называется анаболическая резистентность. То есть вы сделали нагрузку, поели, а ответ слабее, чем в 20 лет.
И здесь белок не модный тренд, это сырье для ремонта. В среднем, если цель сохранить и нарастить мышцы, это около 1,6 грамма белка на килограмм массы тела в сутки, в зависимости от активности и возраста. Без фанатизма, но стабильно и каждый день. И лучше распределять его по приемам пищи равномерно, а не пытаться добить все вечером. Если есть болезни почек или другие серьезные диагнозы, то это обсуждается отдельно с врачом. Но сама идея простая. Мышцу нельзя сохранять, просто питаясь воздухом. Третье – сон и восстановление. Потому что мышца растет и чинится не во время тренировки, а после. И если вы спите плохо, вы можете делать идеальную программу, отдача будет хуже. Сон – это гормоны, это нервная система, это восстановление тканей и воспалительный фон. Если сон развалился, все остальное будет даваться тяжелее. Четвертое – обычная активность. Не только зал 3 раза в неделю, а движение каждый день. Шаги, лестницы, передвижение без транспорта – это кажется мелочью, но именно ежедневная активность держит мышцы включенными и не дает им переходить в режим экономии. И это же поддерживает и сердечно-сосудистую систему, потому что мышцы и сосуды стареют вместе. Пятое – кардионагрузки, но умно. Не как наказание, не как вечная гонка в красной зоне, а как тренировка эндотелия и капиллярной сети, как логистика для мышцы. Умеренные кардионагрузки несколько раз в неделю – это то, что помогает доставке, восстановлению, выносливости и общей устойчивости. Теперь про добавки. Я не люблю обещания, но есть одна вещь, которая действительно хорошо изучена и которая чаще всего дает заметный плюс к силе и отдаче от тренировок. Это креатин. Креатин не жиросжигатель и не разгон гормонов, это способ улучшить обеспечение коротких, мощных усилий. То есть то, что нужно для силовой работы и для качества повторений. Его часто используют в формате постоянного приема. Но если есть хронические заболевания или вы применяете много лекарств, лучше обсудить прием креатина с врачом. Но как идея, креатин один из самых надежных инструментов именно для силы. И чтобы это не осталось разговором, давайте вернемся к тем простым тестам из начала видео. Через 6-8 недель адекватной системы вы должны увидеть сдвиг хотя бы в одном или двух. 5 подъемов со стула без рук стали легче, лестница дается ровнее, меньше тяжести в ногах, увереннее баланс, хват улучшается. Если ничего не меняется, значит вы либо тренируетесь нерегулярно, либо не хватает нагрузки на ноги и таз, либо вы все время живете в недовосстановлении, либо провалена сосудистая часть. Это не повод сдаваться, это повод собрать систему чуть умнее. Теперь финальный вывод. Что на самом деле показало это исследование и что из этого взять себе? Первое. Саркопения – это не про минус бицепс, это про то, сколько у вас осталось запаса силы и выносливости для обычной жизни. Стул, лестница, равновесие, падение. И чем раньше вы это поймаете, тем легче это разворачивается назад. Второе. Мышца – это экосистема, и стареет она не одной деталью. С возрастом меняется среда. Меньше ремонтников, хуже сосудистая часть, больше сигналов, которые тянут ткань в сторону хронического воспаления и рубцевания. И когда вы это понимаете, становится ясно, почему одних силовых иногда недостаточно. Вы можете дать стимул, но среда отвечает хуже. Третье. В этой работе нашли конкретный канал шума – хемокины, которые усиливают воспалительную переписку, и рецептор CCR5, через который значимая часть этого шума проходит. И когда этот канал приглушили блокатором CCR5, моровироком, у старых мышей улучшилась и структура мышцы, и сила, и выносливость. При этом у молодых мышей эффекта почти не было. И это важная деталь. Это больше похоже на снятие возрастного тормоза среды, чем на разгон роста всем подряд. Четвертое. Это все равно не означает, что нашли таблетку от саркопении. Переносить это на людей сейчас нельзя, потому что нет клинических исследований по саркопении у людей с нормальными исходами. Сила, ходьба, падение, качество жизни
и нет данных по безопасности именно в этой задаче и в этой возрастной группе. Плюс Моровирок – это рецептурный препарат с рисками и взаимодействиями. Это не поле для экспериментов. И теперь смысл, который обычно теряют. Это история, пример того, как развивается биология старения. Есть два больших подхода. Первый – попытаться уменьшить количество постаревших клеток. Второй – попытаться сделать так, чтобы они перестали портить среду вокруг себя. Во втором подходе не убирают клетки, а приглушают их вредную рассылку. Это называется сеноморфным подходом. А подходы, которые пытаются уменьшать число постаревших клеток, называют сенолитическими. И да, по сенолитическим подходам тоже идут исследования, в том числе обсуждают вещества растительного происхождения, например, кверцетин. Но это отдельная история с отдельными оговорками, и про это есть видео на канале. И теперь финальная практическая мысль одной линией. Таблетки пока нет, но базовые рычаги работают уже сейчас. Силовые тренировки обязательно, особенно ноги и таз. Белок ежедневно, достаточно. Сон как часть восстановления, а не если получится. Движение каждый день как привычка. Кардионагрузка как тренировка эндотелия и доставки, а не как наказание. И креатин как один из самых изученных инструментов для силы, если нет противопоказаний и все собрано с головой. Если вам нужен персональный план, не общие слова, а конкретно под ваш возраст, давление, пульс, сон, нагрузки и цели, для этого существует формат консультации. А если нужна не только схема, а результат и контроль, то это уже формат сопровождения.